Школа. Прекрасное время. Выше поднимай! Выше! Самый первый долгий квест для тебя и твоих мелких корешей. Как много смешных и упоротых моментов связано у нас с этим местом. Но вот пришел день, и ты ее закончил. Вот это поворот! А чё, собственно, дальше? Если для девчонок здесь все прозрачно, хочешь иди в универ, хочешь работай, или вовсе выскакивай замуж за статного, ну или не очень статного кавалера, то с парнями ситуация складывается более щепетильная. Что ж, давайте рассмотрим различные ветки развития событий, к чему они могут привести нашего главного героя, то бишь тебя. Сразу хочу оговориться, данное видео является шуткой, не воспринимайте мнение автора всерьез, и не нужно ничего страшного писать в комментариях. Допустим, наш потенциальный Иван закончил школу. Денег у него нет, связей тоже. Как ни странно, желание работать у Ивана тоже не наблюдается. Это просто охуенно. Однако кушать что-то хочется, а также не помешало бы найти место поудобнее, чем картонки под мостом, чтобы скрашивать свои вечера ноткой комфорта. Чем же может заняться Иван? Одним из самых распространенных способов выживания является укрепление стратегических позиций на шее своих родителей. Если Иван довольно хитер, а его родители пропитаны безмерной любовью к сыночку, он может попробовать сетовать на то, что еще не нашел себя в жизни и ему нужно на это время. Опять ничего не получается. И здесь уже как повезет. Данная стратегия может работать как часы годами, позволяя Ивану плевать в потолок и есть готовые мамкины борщи, не переживая ни о чем. А может прогореть уже и через месяц, когда родители поймут, что их где-то наебали. Жаль, конечно, этого добряка. Как вы понимаете, это не самая надежная стратегия, и вероятнее всего Ивану придется искать альтернативы после изгнания из родового гнезда. Следующий, не особо напряжный и довольно стандартный вариант — это пойти учиться в универ. Возможно, даже поехать куда-нибудь учиться, например, в другой город или страну, при наличии у Ивана мозгов или удачи поступить на бюджет. При таком раскладе новоиспеченный студент получает койку в общаге, а также начальную стипендию, которая позволит ему не умереть с голоду хотя бы первую неделю. Здесь стоит добавить, что при таком сценарии, вероятнее всего, нашему герою будут помогать родители. Ведь он начал подавать признаки нормального человека. Нормально, говорю, все. Также, если Иван найдет себе какие-либо таланты, будь то предрасположенность к хорошей учебе, общественная деятельность в университете или спортивные навыки, то он может претендовать на повышенную стипендию, которая уже наверняка позволит нормально питаться. По истечении 6 лет бакалавриат и магистратура будут закончены, и Иван станет дипломированным специалистом, который вероятнее всего найдет себе достойную работу за 2 рубля и станет одной из множества шестеренок государственного механизма. Возможно, Иван сразу захочет пойти работать, как только он закончит школу. Так как у него нет образования, скорее всего он пойдет работать по непрестижной вакансии. Вероятно, он станет курьером или грузчиком, а может и вовсе пойдет работать в общепит или магазин. В таком случае он получит свои первые деньги, хоть это и будет сопровождаться перманентным дебафом усталости на протяжении всей работы, учитывая сколько сил и времени придется потратить. Проблема такого подхода заключается в практически минимальных перспективах подняться по карьерной лестнице. Ведь из всех направлений наиболее адекватным будет какой-нибудь региональный менеджер в самокате спустя 6-7 лет работы. Однако до такого этапа может и не дойти, если Иваном серьезно заинтересуется военкомат. Армия. Это именно то, что никак не затрагивает девушек, но лишь одно упоминание этого слова вызывает мурашки у всех парней. Тут стоит сначала рассмотреть вариант, когда наш главный герой не хочет туда идти и пытается избежать сурового поджопника военкома. В таком случае ему придется сидеть и не отсвечивать вплоть до 30 лет, что, между прочим, продлится аж 12 лет жизни Ивана. Однако, если его поймают раньше истечения данного срока, то здесь все несколько интереснее. Сначала он заплатит штраф за уклонение, а затем пойдет либо служить, либо пойдет в тюрьму на тот же срок, но с куда более проблемными дебафами после. Сижу за решеткой в темнице сырой, скорбленный в неволе орел молодой, мой Ведь судимостью людей часто душат еще на этапах отбора в HR-отделе. Хотя, конечно, не исключено, что он может стать за это время криминальным элементом, а впоследствии и вовсе местным криминальным авторитетом. Но об этой ветке я мало что могу вам рассказать, потому как сам пошел по лайтовой ветке университета. Так что далее мы будем рассматривать Ивана как невероятно мужественного и самоотверженного патриота, который мечтает о службе в армии. Я буду драться за твоих! Нет, за 4! За 12! За 13! Кругом! Стадам! Арс! Экспа! Экспа! В таком случае следующий год он проведет в чисто мужицкой компании таких же патриотов и не очень. Здесь немного сложно говорить о таком, какой это будет для Ивана опыт. Ведь все сильно отличается от года к году и от части к части. Но мы наверняка догадываемся, что легко ему точно не будет.
По истечении года Иван сможет продолжить служить в войсках уже на контрактной основе, которая может привести его к достаточно высокому положению, спустя примерно 15-20 лет службы. Если хотите пойти по армейской ветке, потом, может быть, и сделаю отдельный ролик, будет интересно. Последней на сегодня веткой будет бизнес. В случае, если Иван является выходцем из богатой семьи, выиграл в лотерею или просто нашел золотой сундук в каком-нибудь Кисловодске, он может открыть свое дело, будь то магазин одежды, закусочная, цветочный магазин или какая-нибудь торговля на Озоне. Данная ветка полна рандома и надежды на удачу, потому как у Ивана нет никакого опыта в ведении бизнеса, и все, что он качал в этом направлении, скорее всего навык бартера в Скайриме или Fallout. Конечно, если Иван, будучи подростком, уже, скажем, продавал мандарины на улице, то у него будет какой-то маломальский опыт общения с клиентами. Но я не очень уверен, что это сможет ему помочь. Так что он может как стать богатым, так и потерять все свои финансы, что приведет его к не самому выгодному положению. Да блять, я не могу. Ну, а на этом у меня все. Выбирайте свой путь и станьте успешным Иваном. Возможно, самым успешным Иваном в вашем селе.